любит людей не пиво. Я думаю, что вы все это прекрасно знаете. Мы будем печь вкуснейший хлеб из нашего пива. Здесь у меня 500 грамм муки высшего сорта. Добавляю сюда чайную ложку соли. Перемешаем это все. Чайную ложку дрожжей. Перемешаем тоже хорошенько. 50 грамм мягкого, посмотрите, какое мягкое сливочное масло добавляем. Заливаем пивом. Здесь 300 миллилитров пива. И замешиваем тесто. Если вы почувствуете, что недостаточно пива, в смысле недостаточно жидкости, можете добавить еще чуть-чуть. Так как мука всегда разная, поэтому вам может понадобиться чуть больше пива или чуть меньше муки. Посмотрите, какое тесто получилось. Видите, мягкое, приятное на ощупь. Накрываем наше тесто и оставляем в теплом месте подниматься. Прошло несколько часов. Посмотрите, как наше тесто поднялось. Хочу дать вам несколько маленьких советов. Чем медленнее поднимается тесто, тем вкуснее бывает хлеб. Поэтому не торопитесь, пожалуйста. Я буду использовать вот такую форму для выпекания. Я ее изнутри уже обмазала сливочным маслом или оливковым маслом, или растительным, чем хотите. Главное, обмажьте. Мы сложим. Чтобы руки не прилипали к тесту, лучше работать мокрыми руками. То есть холодной водой смочите свою ладонь и работаете. И теперь это тесто переносим в подготовленную форму. Вот так вот расправим по всей форме. Конечно же, берите форму правильного размера. Вот эта форма у меня рассчитана на килограммовый хлеб. Также накрываем пленкой. Ждем, пока тесто заполнит всю форму. Тоже не торопитесь, пожалуйста. Медленнее лучше будет. Посмотрите на наше тесто. Посмотрите на этот хлеб. Сейчас снимаем пленку и ставим выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку минут на 30. Но смотрите по своей духовке, пожалуйста. Посмотрите, какой чудесный хлеб у нас получился. Посмотрите, где вы сможете купить такой хлеб? Нигде. Только сами, если испечете. Теперь смотрите, как понять, что хлеб ваш полностью пропекся. Простукиваем хлеб. Звук пустоты должен быть. Напомню вам еще раз, что хлеб лучше перепечь, чем недопечь. Наш хлеб полностью остыл. Самое время разрезать его. Посмотрите, какой хлеб, а какой аромат от него отходит. Я вам очень рекомендую. Приготовьте и попробуйте. Приятного вам аппетита. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить еще более интересные рецепты в будущем. Пишите комментарии, я всегда их с интересом и с удовольствием читаю. И по возможности отвечаю. Спасибо вам за просмотр.